Здравствуйте, меня зовут Гильермо. А сегодня я хочу говорить на русском. Не на испанском, потому что мне нужна практика. Мой русский язык не так хорошо. Был чуть-чуть лучше, когда я работал в Санкт-Петербурге, но сейчас хуже и хуже каждый день. Сегодня я хочу разговаривать о фасоли мунг. Да, это как мое домашнее задание. Почему? Потому что я смотрел каждое видео на ВКонтакте и на Ютубе, и они очень сложные. Что такое фасоль мунг? Да, обычно мы говорим фасоль мунг, люди тоже говорят боби мунг или индийская фасоль. Да? Они очень популярны в Индии, да? Они едят фасоль на завтраке. А зачем это делать? Да? Почему прорастит фасоль мунг? Как мы сказали, они очень здоровые, да? Очень полезные. Да? Почему? Потому что есть 17 грамм клетчатка, да? И 24 грамма белки. Да? Это очень много, это очень полезно для вас. Фасоли в 3 раза больше калия, чем в бананах. А вы можете прорастить в Google, если вы хотите. Да? На 7 граммов фасоли приходится 1400 миллиграмм калия. Что еще? Дальше мой американский диетолог не знал об этом, и когда я сказал об этом, да, он сейчас любит мунг-бин, да, мой друг Джой. А где можно купить фасоль? Да, в Америке вы можете купить в индийских продуктов магазинах, да. Есть тоже Whole Foods, Central Market, там можно купить. Вы можете заказать через Amazon. В Мексике тоже можно заказать через Amazon. Есть магазин, который называется Petirrojo Azul, да, в Jardines de la Hacienda, да, там продают фасоль мунг. Что еще? В России. Да, в Санкт-Петербурге есть кафе, которое называется Аровиль кафе, очень вкусный, это центр, да, там можно купить. Есть очень крутый магазин, который называется Ламас или Ямас, недалеко от летний сад, да, там можно купить. Даже Укроп, ресторан, там можно купить. Хорошо, ну посмотрим, как прорастит фасоль наш. Вот наши фасоль мунг, смотрите, да, они очень маленькие. Сейчас 3 шаги, просто мы чистим. А потом надо использовать вода, немного вода. Мы поставим, сейчас надо ждать. Ну, мы ждали примерно 12 часов, а сейчас надо смотреть наши мунги. Вода здесь. Мы можем смотреть это, как называется на русском? Белый, не знаю, белая штука, да. А сейчас надо, как мы говорим на русском, ополаскиваем. Мы ополаскиваем боби с водой. Сейчас надо использовать полотенце или салфетку, да,
Очень важно использовать старую салфетку, потому что наши фасоль, они испачкают полотенце. И последний шаг, просто добавить вода, чуть-чуть, да, и все. Сейчас надо ждать 24 часа. Посмотрим наши фасоль, да. Да, а сейчас надо смотреть наш сюрприз. Вау, как интересно. Смотрите наши Bobby Moon, да? Вы видите эти маленькие фасоли, да? Очень интересно, да? А сейчас только надо чистить, а потом кушать. И все. Посмотрим. Как интересно, да? Чувствую, как я родила. Вот эти зеленые, да? Это можно есть. Нет, не есть. Можно кушать. Да. А если не хотите, тоже возможно, да? Это уже грязный, да? Можно использовать еще раз, да? Это наше полотенце только для мунг. И все. А сейчас можно кушать, да? Очень вкусный. Можно добавить в салаты. И последний шаг. Поставить в холодильник. Вот как вы видели, мой русский хуже и хуже каждый день, да. Я даже не смотрю фильм на русском, но я решил, что завтра я начинаю изучать русский язык. Вот, я уже готов. Да? Какой предлог? Это самый вкусный, самая вкусная книга в мире. Смотрите. Ну надо, как на русском говорят, надо, Федя, надо. Пока-пока.